Глава 161. План похищения. Квота испытания заполнилась, и великие игры закончились, семья Чу, Ло и Е не приобрели ни одной из драгоценных 6 квот испытания. А в итоге, семья Юнь, на которую никто и не надеялся, обокрала их, так что они были близки к слезам. В крепости Черного ветра брат Чу спас наши жизни, а теперь ты даже дал нам великую возможность. Мы не забудем эту услугу. С благодарностью заявили Линь Му и Фан Хань. Наемники подземного мира хотят встать под флаг торгового чуда, мы будем работать ради брата Чу на износ. Фан Хань добавил, в деревне Черного ветра брат Чу сказал, что у него есть для нас серьезная работа, и мы надолго сохранили эти слова в наших сердцах. Теперь, когда мы приняли решение, надеюсь, брат Чу не отвергнет нас, была ли возможность участия в испытании сокровищем, чтобы получить это право, они оскорбили семью Е и семью Ло. Небольшая группа наемников не могла бы противостоять таким влиятельным личностям. И теперь лучшим выбором для них было объединение с такой серьезной группой, как торговое чудо. На этом пути много рисков, вы точно готовы сделать выбор. Мы были готовы к этому с первого дня, как стали наемниками. Мы стали наемниками, потому что хотели быть свободными, хотели идти, куда пожелаем, и мы приняли все риски. А сейчас торговое чудо может нам это дать. У вас есть амбиции, мечты и мужество, это хорошо. Чу Тянь был доволен. Наемники подземного мира официально станут командой наемников торгового чуда. Мы купим 50% акций подземного мира и предоставим вам инвестиции, которые позволят вам расширяться. Также мы дадим вам талантливых людей и предоставим ресурсы. Единственное, что от вас требуется, так это создать хорошую команду. Есть. Да здравствует президент. Они с радостью отплатили Чу Тяню почитанием, торговое чудо было крупной компанией, и поскольку есть большая команда наемников, почему бы не обучить их, сделав частной армией? Команда подземного мира была основана меньше 3 лет назад. У двух молодых лидеров были древняя родословная и отличный потенциал, поэтому и это стоило инвестиций. Вы должны подготовить список членов, информацию о них, финансовый отчет и дней. Когда вы передадите эту информацию, я прикажу, чтобы кто-нибудь занялся контрактами и другими процедурами. Сказав это, Чу Тянь отправился к семье Юнь. Семья Юнь провернула отличное дело, как Юнь Тяньхэ мог не радоваться. Поставили больше 100 банкетных столов, праздновала вся семья, а Чу Тянь пришел как почетный гость. Об этом узнал весь город, особенно семья Чу, семья Ло и семья Е. Чу Тянь и семья Юнь стали крепкими союзниками, и любой, кто выступит против Чу Тяня, выступит против семьи Юнь. 4 великих семьи соревновались круглый год, однако силы были равны. Теперь появилась вероятность того, что семьи Чу, Ло и Е сговорятся против семьи Юнь, и это давление будет серьезным. Однако Юнь Тяньхэ считал, что достаточно одного лишь Чу Тяня, чтобы держать 3 семьи в страхе. Вперед, семья Юнь возьмет на себя все твои заботы. Что касается экспертов, то семья Юнь уступала семье Чу. Что касается военной силы, то семья Юнь уступала семье Е. Что касается политического влияния, то семья Юнь уступала семье Ло. Однако семья Юнь была семьей ученых, и их влияние распространялось на всю страну Южного Лета, так что избавиться от них было бы нелегко. Когда господин вошел в столицу, столица сильно оживилась. Засмеялся Юнь Тяньхэ и залпом опустошил несколько бокалов вина. Но раз ты остаешься в центральном городе, тебе нужно безопасное место для проживания. У этих 3 семей больше возможностей, чем у большинства людей. У них в плену погибло бесчисленное количество человек, так что неизвестно, что еще произойдет. Чу Тянь одобрил это замечание. Даже если себе ему можно было не беспокоиться, ему все равно нужно было волноваться о молодой госпоже Иин. Он не мог допустить, чтобы их жизни оказались в опасности, не так ли? Что ты можешь предложить, старейшина Юнь? Секта Юнь только что закончила создание новой штаб-квартиры, она даже полностью декорирована. Там есть учебные площадки, учебные залы и даже лаборатория. Если господин не возражает, как насчет того, чтобы она стала штаб-квартирой торгового чуда в центральном городе? Этот старик был довольно щедр, разве штаб, построенный сектой Юнь, может быть плохим, у Юнь Тяньхэ были свои планы. Если секта Юнь предоставит эти ресурсы торговому чуду, семья Юнь не пострадает. Ученые семьи Юнь могли обучаться у торгового чуда и непосредственно в зале Цилинь. Они могли изучить передовые технологии торгового чуда, это была взаимовыгодная сделка, так что Чу Тянь не будет стесняться. Юнь Тяньхэ понимал, что вопрос уже решен, уже поздно. Юнь Я, отведи господина в его новый дом и помоги ему освоиться. Если тебе что-то нужно, не стесняйся и свяжись со мной. Юнь Я отвела Чу Тяня в недавно построенный штаб. У секты Юнь было 2 штаб-квартиры, одна на севере, а другая на юге. Новый институт был даже больше, чем 2 других,
со стороны он выглядел городом-крепостью из 9 сегментов. 3-4 этажей было достаточно, чтобы разместить несколько тысяч человек. Кроме красивого искусственного озера и утонченного сада, здесь был еще и большой двор для зверей и почва для селекции. Крепость выглядела роскошнее, чем особняки великих семей. Ей не было равных во всем центральном государстве. Стабильность, безопасность, окрестности были защищены энергетическим массивом, на каждом шагу стояли стражники. Люди, отвечающие за безопасность, были экспертами, которых выбрала семья Юнь, поэтому внутрь не могли проникнуть даже эксперты семей Чу, Ло, Е или даже Фэн. Когда он закончил осматривать окрестности, пришло время заглянуть внутрь. Как и говорил Юнь Тяньхэ, институт был полностью оборудован. 6 учебных площадок, 10 учебных залов, различные лаборатории, большие библиотеки и склады — этого было достаточно даже для большой семьи. Ты увидел лишь малую часть. Юнь Ся взошла на фальшивый холм, в одном только этом холме есть несколько тайных комнат. Подземная часть резиденции занимает четверть от общей площади, есть несколько путей отступления в семью Юнь. Самое безопасное место во время кризиса. Чу Тянь кивнул. Верно. Очень продуманно, так что не нужно ничего менять. Увидев его гордый взгляд, Юнь Я ощутила легкое недовольство. Разве ты не знаешь, что семья Юнь потратила 2 года и бесчисленные ресурсы, чтобы построить это? Не говоря уж о защитном массиве, который отнял у них достаточно ценных ресурсов, семья Юнь даже не воспользовалась им, а передала тебе. И вдруг перед фальшивым холмом возникла фигура в черном. Кто это? Могли ли влиятельные лица послать за Чутянем наемных убийц? Юнь Я так хвасталась безопасностью этого места, однако кто-то все же проник внутрь. Это так сбивало с толку. «Останови меня!» Сердито взревела Юнь Я. Ее тело покрыли молнии, и ее кулак устремился к врагу. Черная фигура осторожно качнулась и легко уклонилась от атаки. Затем схватила Юнь Я за запястье и оттолкнула ее, заставив упасть на землю. Черт! Разгневалась Юнь Я. Она никогда не думала, что противник окажется таким экспертом. Когда Юнь Я приготовилась применить всю силу духовного источника, она ощутила, как соперник схватил ее, а меридианы тут же заполнились холодом. Он быстро заполнил все ее тело, создав впечатление полной заморозки. Духовная энергия не двигалась, словно тоже была заморожена. Такая сильная мощь, я не соперник этому человеку. Юнь Я обуревали противоречивые чувства. Черная фигура, не заинтересованная в сражении, обернулась и собралась уходить. «Ай-яй, никогда не знал, что вице-директор Чэнь проберется сюда и проявит такой интерес», непринужденно сказал Чутянь. «Почему ты так быстро уходишь, раз уж ты здесь? Ты можешь остаться на чашку чая, верно?» «Что?» Это Чэнь Бин Юй, Юнь Я была в шоке. Неудивительно, что она не смогла ее победить, Чэнь Бин Юй была культиватором истинной души. Она была великим экспертом пробужденной души, черная фигура несколько секунд колебалась, однако все же спрыгнула вниз. Она напоминала снежинку, плавно падающую с фальшивого холма. Зрелое тело тесно облегали черные одежды. Ее грудь гордо возвышалась, а бедра были налиты красотой зрелости. Они были не слишком худыми и не слишком полными. Чтобы понять, насколько гибкой и нежной она была, не нужно было к ним даже прикасаться. У нее была действительно хорошая фигура. Из всех женщин, которых знал Чутянь, с ней могла сравниться, наверное, лишь молодая госпожа Чэнь Бин Юй посмотрела на Чутяня с некоторым смущением. Она была замкнута и плохо умела общаться с людьми, поэтому грубо сказала: «Извини, должно быть, ты следила за мной еще на арене». Чутянь беспомощно поднял руки. «Чего ты хочешь? Хочешь похитить меня, потому что я слишком красив?» Юнь Я действительно жалела, что не может порвать этому парню рот. Разве этот ублюдок не знает, что это за женщина? Как он мог так разговаривать с ледяной королевой? В плохом настроении Чэнь Бин Юй была очень серьезной и грубой, и все люди, которые ее обижали, уже давно превратились в ледяные статуи. Не поняв шутки, Чэнь Бин Юй честно объяснила: «Когда ты покинул арену, за тобой последовали люди, и я с ними разобралась. Я пошла за тобой, потому что боялась, что Чушаньхэ сделает свой ход. Ох, тогда я должен тебя поблагодарить». Чутянь посмотрел на эту несколько осторожную женщину, а затем перевел взгляд на Юнь Я. Молодой госпоже Юнь лучше вернуться и отдохнуть. «Я хочу поговорить с вице-директором Чэнь». Чэнь Бин Юй помогла Чутяню вернуться на арену и даже лично вступила в зал Цилинь, так что у нее не должно было быть плохих намерений. С другой стороны, если учитывать, насколько глубокими были знания Чэнь Бин Юй, даже если бы у нее были плохие намерения, присутствие Юнь Я ничего не решило. Так что с ситуацией можно было только смириться. Чутянь посмотрел на эту хладнокровную и неразговорчивую женщину. «Можешь сказать мне все, что хочешь, да». Она была явно старше него и обладала более мощным культивационным фундаментом, однако она стояла перед юношей, словно перед звездой.
Ее переполняло сильное благоговение. Чэнь Бин Юй достала свиток. Уже 2 года моя культивация не прогрессирует, и я не могу решить эту проблему. Поэтому я хочу попросить у тебя помощи. Тогда позволь мне взглянуть. Все, кто подходил к Чэнь Бин Юй, всегда вели себя осторожно, однако этот юноша остался, как и прежде, полностью расслабленным. Словно он, несмотря на возраст, был ее хорошим другом. Некомфортно чувствовала себя Чэнь Бин Юй. Она смотрела на этого юношу, как на старого монстра. Чэнь Бин Юй была зациклена на боевых искусствах, как Сюн Тянь Янь из города Южного Неба. Такие люди обладали особым мировоззрением и не унижали других из-за культивационного фундамента. Мир велик и полон загадок, поэтому неудивительно, что небеса послали им гения. Вот как Чутянь непринужденно пробежал глазами по свитку, сразу же вникнув в суть, и его разум заработал. Твоя культивационная техника — древняя техника неизвестного происхождения. Да. Культивируя ее, ты достигла царства большого успеха. Да. Когда ты ее культивируешь, ты чувствуешь, как по тебе проходит холодный поток. Каждый раз, когда ты пытаешься прорваться, твоя духовная энергия застывает. Белоснежные щеки Чэнь Бин Юй покраснели от волнения. Да. Чутянь нахмурился и сказал: это уже серьезно. Твоя древняя культивационная техника создана не для людей. Чэнь Бин Юй уставилась на него. Что? Это культивационная техника другой расы, адаптированная под людей, однако человеческих навыков недостаточно, изменить ее полностью не удалось. Ее можно считать наполовину готовым продуктом. Ты должна знать, что у других рас другие тела, а меридианы расположены совсем иначе. Эта культивационная техника хороша, однако на тебе проявились побочные эффекты. Что мне делать? Буду честен, вице-директор Чэнь, это немного хлопотное дело. Чутянь свернул свиток и сделал вид, будто у него болит голова. Если бы у тебя не было таких глубоких достижений, ты могла бы просто отказаться от нее. Однако ты уже достигла царства большого успеха и близка к царству совершенства. Культивационная техника уже повлияла на духовный источник, и как только ты от нее откажешься, это скажется на твоем культивационном фундаменте. Игра не стоит свеч, что ей теперь делать? Эту культивационную технику Чэнь Бин Юй нашла в руинах, привлечённая ее глубиной, безо всяких раздумий стала ее практиковать. Как она могла спустя 10 лет так просто отказаться от нее? Неужели другого пути нет? Тебе повезло. Если бы ты не наткнулась на меня, тебе не смог бы помочь даже великий ученый Гу Цин Цу. Чутянь вернул ей свиток. Поживи месяц в зале Цилинь и опиши мне эту технику полностью. Я постараюсь подобрать подходящие таблетки и решить твою проблему за месяц. Чэнь Бин Юй радостно сжала кулаки. Правда? Если ты не веришь мне, то это нормально. Нет, я тебе верю. В глубине души Чутянь смеялся. Эта женщина действительно была честной. Легко ли Чутяню будет решить ее проблему? Чутянь еще не дал ответа и не решил ее проблему. Он хотел, чтобы она осталась в штаб-квартире и взяла на себя командование. Это лишило бы Чутяня многих дополнительных забот, если он постепенно улучшит ее культивационную технику, если она увидит, как напряженно будет работать Чутянь, чтобы решить ее проблему, не пробудет ли это в неблагодарность к Чутяню, и тогда, хе-хе, Чутянь злобно рассмеялся. Все было решено. Вот-вот прибудут молодая госпожа Ин. Чутянь должен был привести новый дом в порядок и приготовиться к встрече с сестрами. Глава 162. Две молодые госпожи, прибывшие в экипаже. 2 дня спустя в город вошел обычный караван. В общей сложности в караване было чуть меньше 300 человек, огромные экипажи, запряженные животными, везли тяжелые грузы. В центре каравана были 2 красивых белых носорога, которые тянули экипаж. Экипаж охраняли 18 безмольных людей в черном. У центрального государства было множество торговых связей с бесчисленными небольшими и крупными компаниями. Кто будет беспокоиться об обычном караване? Занавеска экипажа была открыта, и за ней виднелось красивое лицо. Ветер обнажил ее лоб, открыв красивые брови, нефритовую кожу и маленький вишневый рот. На щеке виднелись 2 пряди волос, которые мягко колыхал ветер, и это придавало девушке соблазнительность. Пара сверкающих глаз, похожих на озеро, были немного озорными и непослушными, однако взгляд был ясным и умным. На вид девушки было 15-16 лет, однако ее тело было абсолютно идеальным. Талию обхватывала длинная зеленая юбка, а девушка излучала юную живую ауру. В столице так шумно, она намного больше города Южного Неба. Она еще и чище и красивее, Ин здесь впервые. Конечно же, юной девушкой была Мэн Ин. Чутянь пропал без единого слова, а она застряла в городе Южного Неба на 2 недели. Она уже испытывала нетерпение, и когда Чутянь объявился, сразу же выехала. 2 сестрам повезло.
Они решили приехать сразу после Великих Игр Центрального государства, и 4 великих семьи были сосредоточены на Великих Играх, поэтому они не обратили внимания на изменения в городе Южного неба. Так что обе не столкнулись в пути с опасностями или неприятностями и плавно въехали в столицу. Другая девушка была одета в длинный белоснежный халат, который не мог скрыть ее гордой фигуры. Ее красота, способная разрушать страны, несомненно, была прекрасной. Благодаря гладкой белой коже, вишнево-красным губам, черным волосам и блестящим глазам, она напоминала красивый кристалл. Любой, кто ее видел, ощущал ее зрелость и достоинство. Мэн Цин усидела напротив Мэн Ин. Даже она, такой спокойный человек, не могла сдержать волнение. Наконец она сделала этот шаг, столица — сердце центрального государства, место, где сосредоточились основные силы центрального государства. Это было самое щедрое место во всем центральном государстве, однако здесь была большая конкуренция. Те, кто смог здесь закрепиться, становились высшими силами центрального города. Чутянь прибыл в центральный город 2 недели назад, однако они не знали, в какой он сейчас ситуации. Может ли один человек взбудоражить такое огромное озеро, как центральный город? Хорошо бы, если бы он достиг этого, однако они надеялись, что если он не смог, то хотя бы ничего не испортил. Чутянь был душой торгового чуда, и если они потеряют Чутяня, их достижения будут ограниченными. Когда Мэн Цин охватило беспокойство, вернулся хриплый дядя с волнением на лице. «Молодая госпожа, ты не поверишь. О президенте говорит вся улица, и я получил о нем новости. Не потребовалось никаких усилий». Что? Разве он не должен был сдерживаться? Если о нем знает весь город, то произошло что-то серьезное. У Мэн Цин было тяжело на сердце. Если Чутянь нажил в центральном государстве проблемы, решить их будет нелегко. Сюн Тянь-Янь узнал, что Чутянь, впервые войдя в город, встретил молодого мастера Небесного Меча Чу Син Хэ. Он блокировал удар молодого мастера Небесного Меча и уничтожил легенду о молодом мастере, способном убить одним ударом. Затем он отправился в секту Юнь, где вызвал переполох и заслужил восхищение семьи Юнь. Затем, объединившись с семьей Юнь и Нангун Юнь, он создал зал Цилинь, который произвел на центральный город сильное впечатление. Самым шокирующим было то, что Чутянь принял участие в Великих Играх, и, победив остальных участников, сразу же стал ослепительным гением центрального города. 3 великие семьи объединились, чтобы любой ценой убить его, однако Юнь Тяньхэ, Чэнь Бин Юй и Маркиз Божественного Ветра вместе их остановили. Сестры Мэн были потрясены до глубины души. Всего за 2 недели Чутянь оказался в центре событий и стал влиятельной персоной центрального города. Как он это сделал? Где он сейчас? Президент находится в штаб-квартире торгового чуда. Говорят, семья Юнь отдала президенту штаб-квартиру секты Юнь, чтобы она стала штаб-квартирой президента в центральном городе. Вперед! Мэн Цин была вне себя от радости. Чутянь такой способный, кто не знал про семью Юнь. Даже дураку было ясно, что семья Юнь, отдавая ему недавно построенный институт, пыталась его заполучить. Чутянь не только поднял в центральном государстве переполох, но и даже нашел для торгового чуда союзников вместе с штаб-квартирой. 2 сестры прибыли как раз вовремя. Для Мэн Цину это было совершенно неожиданно. Экипажи сестер Мэн подъехали к институту, и они вышли на улицу. Они тщательно, несколько раз, осмотрели этот замок. Из-за высоких стен, мощных зданий и вооруженных стражников он напоминал железную крепость. Площадь, которую он занимал, была огромной, и это уже было достаточно шокирующим. О нападениях можно было не беспокоиться. Фермы, медицинские лаборатории и культивационные комнаты были построены с использованием самых современных технологий и оборудования, что были у ученых семьи Юнь. Черт возьми! Мэн Ин топнула ногой, а щеки надулись так, словно она была недовольна. Она громко закричала: «Последние несколько дней я беспокоилась. А этот подлец живет в таких хороших условиях». Мэн Цин не удержалась от улыбки. Почему ты еще не позвала его? Последовав ее совету, Мэн Ин достала громкоговоритель, подбежав к воротам, крикнула: «Чутянь, дурак! Чем ты занят? Выйди и приветствуй нас!» Мэн Цин улыбнулась. Эта девочка так волновалась, что не могла даже есть, однако теперь ей можно было расслабиться. Ворота медленно открылись. Показалась Нангун Юнь, похожая на красный смерч. Ха-ха, ха-ха. Ин, старшая Цину. Наконец-то вы здесь. Старушка не заметила вас. Давайте, обнимите меня. Когда Мэн Ин увидела Нангун Юнь, ее охватили волнение и радость. На мгновение она ощутила внезапную пугающую силу, которая чуть не превратила ее в мясную котлету. Ау. Культивация старшей немного увеличилась. Ты тоже неплоха, дай-ка я взгляну. Ты почти на пике 1-го уровня пробужденной души, на самом деле это довольно быстрый прогресс. Конечно.
Мэн Ин умышленно повысила голос, чтобы ее слышали те, кто идет сзади. Большую часть времени я провела за закрытыми дверями и потратила 5 больших ящиков лунной травы. Мое бессмертное звездное тело близко к пику царства стеклянного тела, а скоро уже царство алмазного тела. Довольно сильно. Ты почти достигла царства алмазного тела. Поразилась Наньгун Юнь. Разве это не удивительно? Мэн Ин не соврала. Бессмертное звездное тело требовало много материалов, и пока их было достаточно, скорость культивации оставалась быстрой. Когда Чутянь покинул город Южного неба, Мэн Ин добралась уже до царства стеклянного тела. Раз она ежедневно тренировалась, неудивительно, что она была близка к царству алмазного тела. Духовные источники Мэн Ин и Мэн Цин не усиливали боевую мощь, так что большую часть культивационных методов они практиковать не могли. Так что им оставалось лишь сосредоточиться на обороне и искать подходящую культивационную технику, которая увеличит скорость их прогресса. Мэн Ин намеренно отвернулась от человека, который к ним вышел. Чутянь смутился и сказал: «Ай». Мне было интересно, почему с самого пробуждения моё веко постоянно дергается. Все потому, что здесь эта маленькая девочка. Мэн Ин оглянулась. «Ты не рад мне?» «Как бы я посмел?» Вышел вперед Чутянь. «Мы так долго не виделись. Обними меня». Чутянь подарил ей крепкое медвежье объятие, ощутив теплый гибкий хлопок. Тело этой девочки стало еще сильнее, Мэн Ин была ошеломлена. Она не могла воспротивиться, она не могла устоять. Ее лицо полностью покраснело. «Этот ублюдок обнимает меня у всех на виду, черт возьми, увидел, и сразу же запугивает». Чутянь выпустил Мэн Ин и подошел к молодой госпоже. Молодая госпожа стала еще красивее. «Давай, позволь мне тебя обнять». Мэн Цин уподняла брови и переступила красивыми длинными ногам. Она уклонилась от Чутяня. Молодая госпожа слишком осторожна. Чутянь смущенно улыбнулся. «Все мы — одна большая семья, чему стесняться». Лицо Мэн Цин покраснело. «Лучше не говори глупости у всех на виду». Чутянь беспомощно пожал плечами. «Новый дом готов, поэтому, пожалуйста, проходите, юные дамы. Мы подготовили приветственный пир, чтобы вы стряхнули с себя усталость». «Вот так правильно». Удовлетворенно кивнула Мэн Ин. Взяв сестру за руку, она пошла вперед. «Идем. Мы приехали в новый дом». Джан Ли Цин и Сюн Тянь Янь последовали за ними. Кажется, старина Джан стал еще моложе. Твой культивационный фундамент достиг 3-го уровня пробужденной души, это действительно стоит отпраздновать. Сказав это, Чутянь посмотрел на Сюн Тянь Яня. Культивационный фундамент дяди Сюна достиг 3-го уровня пробужденной души, такой быстрый прогресс на самом деле удивляет. Это все благодаря тебе. Рассмеялся Сюн Тянь Янь. Как я мог так быстро вырасти, если бы не ресурсы торгового чуда и лунная трава? Жан Ли Цинь погладил бороду и с уважением посмотрел на него. Секта Юнь — серьезная организация, а теперь они относятся к тебе как к почетному гостю. А ты не прост, мальчик мой. Это везение, всего лишь везение. Пожалуйста, заходите. Сотрудники торгового чуда стали переносить багаж в институт. Там было больше 100 бочек очищенной кристаллической нефти, которым они могли в любой момент воспользоваться, чтобы сделать энергетические батареи. Это был часто используемый материал. К лунной траве прилагалось бесчисленное множество товаров компании. Что показалось Чутяню странным, так это груз в центре каравана. Больше всего места занимали вещи Мэн Ин, которых в общей сложности оказалось 150 коробок. Каждая коробка была большой и тяжелой. Что в этих коробках? Мы тоже не знаем. Это изобретение Мэн Ин из города Южного неба. Она говорит, что это секретное оружие, которое пригодится в центральном государстве. Это была странная история. Эта глупая девушка смогла что-то изобрести. Чутянь вернулся в замок и представил всем Юнья и Юнься. В свое время они немного помогли Чутяню закрепиться в центральном государстве, поэтому он уже считал их своими. Теперь торговое чудо закрепилось на месте, поэтому нам нужно быстро двигаться вперед. Чутянь начал обсуждать с Мэн Цин следующие шаги компании. Тянь Чэнь Коммерс уже тайно изготовила 2000 фонографов и построила магнитную звуковую вышку. Сейчас в процессе несколько других, и фабрики увеличивают объемы радиопродукции. Теперь мы должны подумать, с чего начать. Чутянь потратил почти все свои деньги, однако Мэн Цин привезла 20 миллионов золотых монет. Из-за вмешательства семьи Чу, семьи Ло и семьи Ей было бы нелегко укоренить торговое чудо в центральном городе. Им было бы очень трудно приобрести магазин или фабрику. Из-за давления 3 великих семей торговое чудо, сколько бы у них не было денег, не смогли бы ничего купить.
Крупные заводы и поставки ресурсов контролировались семьями среднего уровня, а они не посмели бы пойти против 3 великих семей, чтобы помочь торговому чуду. «Давай сначала откроем духовный ресторан», — уверенно сказала Мэн Ин. «Общественное питание контролируется небольшими компаниями, поэтому семьи нас не побеспокоят. Мы просто выкупим их». Мэн Цину кивнула, я думал о том же. Ин создала довольно хорошую инновацию, связанную с консервированием еды, и это время идеально подходит, чтобы воспользоваться ей и привлечь внимание. Чутянь подумала об этих больших коробках. Она действительно что-то придумала. Чутянь имел о молодой госпоже очень ясное представление. Если в инновации была уверена даже молодая госпожа, тогда она была действительно неплохой. Глава 163. Торговая марка вкусных консервов Ин. Долина спокойствия. Фэн Цайды, одетая в длинный халат, практиковалась с мечом божественного ветра, который сиял, словно голубая радуга. Танец ее меча придавал ей красоту лесного эльфа. Пляшущий клинок окружали 10 шагов атмосферы, которая делала его ауру сильной и элегантной. Когда танец меча подошел к концу, меч вернулся в ножны. «Молодая госпожа», Сянху вышел на зеленую поляну и с почтением произнес: «Тебя зовет маркиз». Усмирив духовную энергию, Фэн Цайды с легкой улыбкой на лице вошла в бамбуковую комнату. Когда Фэн Юнтянь, маркиз божественного ветра, увидел, что аура его дочери стала еще сильнее и изящнее, в его сердце появилось удовлетворение. Скоро откроется центральное государственное испытание, и это будет очень важное мероприятие. Я попросил старого друга сделать таблетки, которые помогут тебе увеличить твою культивацию. Бери и пользуйся. Маркиз божественного ветра достал небольшую коробку и несколько прозрачных нефритовых бутылок. Появился странный лекарственный аромат, который питал человека одним дуновением. Маркиз божественного ветра назвал таблетки одну за другой, и глаза Сянху чуть не выскочили из орбит. Это были самые лучшие таблетки. Они обладали замечательным эффектом для повышения сил культиватора пустой души. Каждая таблетка стоила больше 1 000 000 золотых монет, а общая стоимость составляла больше 20 миллионов. Фэн Цайда не удивилась, она уже давно привыкла к подобному. Для нее это было обычным делом. С юности она принимала различные эликсиры как пищу, а таблетки как закуску. Ресурсов, потраченных на тело Фэн Цайды, было достаточно, чтобы создать сверхталант уровня 4 молодых мастеров. На протяжении многих лет все эти эликсиры проникали в меридианы Фэн Цайды, накапливаясь в виде огромного количества духовной энергии. Теперь, когда ее меридианы пришли в порядок, ключевые точки открылись, и она могла совершать прорывы непрерывно. «Отец, разве ты не знаешь? Духовная энергия, накопленная в моем теле, сейчас не поддается культивации, и я пока не могу принимать таблетки», — покачала головой Фэн Цайды. «К тому же, энергии моего тела достаточно, чтобы прорваться в царство прославленной души, поэтому я не могу воспользоваться таблетками, предназначенными для царства пустой души». Маркиз божественного ветра потер подбородок. «Твоя точка зрения совершенно верна, качества этих таблеток недостаточно. Я должен найти время, чтобы отправиться в столицу и достать еще несколько эликсиров высшего класса». Сердце Сянху обливалось кровью. Эти таблетки, стоящие больше 10 миллионов золотых монет, в глазах отца и дочери были недостаточно хорошими. Сравнивая себя с ними, он желал умереть. Маркизу божественного ветра было немного неловко. А что нам делать с этими таблетками? Позволь мне разобраться с этим. Фэн Цайде бросила бутылку Сянху. «Брат Ху, это тебе». «Огромное спасибо, молодая госпожа». Сянху взволнованно сжал бутылку с таблетками. «Чутянь прислал мне приглашение, в котором просит принять участие в торжественном открытии ресторана торгового чуда». Фэн Цайде закрыла коробку. «Мне неловко приходить с пустыми руками, так что таблетки как раз вовремя». Несмотря на то, что таблетки стоили несколько десятков миллионов золотых монет, маркиз божественного ветра не ощутил жалости. Скорее, он немного забеспокоился. «Чутянь из милости вылечил тебя, и хотя я дважды помог ему, моя благосклонность не может сравниться с его добротой». Вот только Чутянь обладает высокими алхимическими навыками, и хотя для обычных людей эти таблетки ценны, для него их может быть недостаточно. Более того, Чутянь уже на 2-м уровне пробужденной души, поэтому эти таблетки ему не помогут, у Чутяня много сторонников. Мы знаем только о Наньгун Юнь. Я просто передам ему этот подарок. Решено. Фэн Цайде пошла к выходу и поманила за собой Сянху. Увидев на лице дочери улыбку, Фэн Юнтянь наполнился глубокой благодарностью. Он посмотрел в небо, словно о чем-то задумавшись. Он думал о жене, которая умерла несколько лет назад. Маркиз божественного ветра был ей многим обязан, поэтому пытался вылечить Цайды. Зная, что это бесполезно, он продолжал вливать в ее тело эликсиры. Фэн Юнтянь не знал, что это навлекло на Фэн Цайды огромное давление.
Семья Фэн ее ненавидела, а центральный город смотрел на нее свысока. Именно из-за этого давления Фэн Цайды тайно сбежала. Никто и подумать не мог, что побег из дома станет для Фэн Цайды поворотным моментом в жизни. «Цайды в порядке, можешь быть в этом уверена», пробормотал Фэн Юнтянь, возвращаясь к себе в комнату. Год за годом Фэн Цайды уединенно жила в долине спокойствия, поэтому совсем не знала слухов. Она слышала кое-что о торговом чуде, однако не знала, что в нем такого особенного. Она не могла понять, почему такой талант, как Чутянь, открывает ресторан, сеть общественного питания предназначалась для людей среднего и низшего класса. 4 великие семьи не стали бы заниматься этой низкопрофильной отраслью. Полная сомнений, Фэн Цайды прибыла в центральный город. Вскоре она ощутила странный аромат, который не был ей знаком. Он привлек не только Фэн Цайды, но и многих прохожих. «Брат, ты это чувствуешь?» «Я чувствую запах, что это такое?» «Да, он действительно странный». «Откуда он?» «Папа. На улице что-то продают?» «Почему оно так приятно пахнет?» «Пойдем посмотрим». Вскоре толпа нашла источник аромата. Перед отелем торгового чуда была длинная очередь, в которой выстроились несколько сотен человек. Наемники, бродяги, аристократы, офицеры, солдаты и даже слуги. Разве торговое чудо не потратило на покупку ресторана так много денег? Его даже толком не построили, так что начинать бизнес было невозможно. Почему на улице выстроилось так много людей, Фэн Цайды посмотрела на толпу. Перед дверями отеля торгового чуда стояло несколько больших котлов. Внутри каждого было кипящее масло с уже добавленными приправами. Внутри лежали большие куски мяса, а аромат исходил именно от этих горшков. Перед каждым котлом стоял человек, одетый в униформу торгового чуда, который жарил мясо, переворачивая его большими лопатками. Перед рестораном стояло несколько больших ящиков, каждый из которых был заполнен консервами. Работники торгового чуда доставали из ящиков консервы и передавали их шумной толпе. Многие пытались протиснуться вперед. «Пожалуйста, встаньте в очередь». «Встаньте в очередь, не нужно лезть вперед». На скамье стояла красивая девушка в зеленых одеждах. Держа в руках большой громкоговоритель, она сладким и чистым голосом выкрикивала рекламу. Это предварительное открытие чудесной столовой. Консервы, что перед вами, приготовлены с помощью энергетического источника. Использованные материалы — мясо демонических зверей и травы 1 и 2 класса. Они не только вкусны, но и укрепляют тело. Торговое чудо — единственные во всей стране Южного Лета и даже на целом континенте, кто обладает этой технологией. Прежде чем ресторан энергетических источников откроется официально, мы решили провести мероприятие, чтобы каждый мог попробовать нашу еду бесплатно. Сегодня мы принесли немного мяса высококлассного варварского быка. Чтобы готовить копченое мясо, мы используем 38 видов трав. Количество ограничено. Бесплатно, все уже были поглощены ароматом и пытались пробраться вперед. Фэн Цайды с большим трудом протиснулась сквозь толпу. Немало людей уже попробовали еду и теперь хвалили ее. Вкусно. Так вкусно. Никогда не думал, что мясо демонического зверя может быть таким вкусным. Брат, я уже доел свою порцию. Кажется, у тебя не очень хороший желудок, как насчет того, чтобы отдать порцию брату? Иди к черту. Хочешь отнять у меня копченое мясо демонического зверя? Будь осторожен, иначе не быть нам больше братьями. То, как все уплетали мясо, наполняло сердце Мэн Ин радостью. Копченое мясо было ее изобретением, и в городе Южного Неба его еще не презентовали. Видя, как оно нравится центральному городу, она наполнялась уверенностью. «Босс, ваша еда слишком вкусная. Может, нам можно еще одну порцию? Каждый может получить лишь одну бесплатную порцию в день», — крикнула Мэн Ин в громкоговоритель. Если кому-то недостаточно, то торговое чудо продает консервированное мясо. Вы можете купить консервы за полцены. Это было очень важно. Консервы. Что это такое? Никогда прежде они об этом не слышали. Копченое мясо, которое вы только что попробовали, было лишь одним из вкусов. Торговое чудо создало уже 8 различных вкусов мясных консервов. Радостно выкрикнула Мэн Ин. Вся консервированная еда приготовлена на энергетических источниках. Она не только легко усваивается, но и восстанавливает вашу силу и духовную энергию. Она даже усиливает тело и культивацию. Консервированное мясо не только вкусное, но и может храниться в течение длительного времени. Консервированное мясо может храниться около года, а около полугода его можно хранить в теплых условиях.
К тому же, на консервах имеется нагревательный массив, и для разогрева в него лишь нужно влить духовную энергию. Неважно, куда вы отправляетесь, у вас всегда может быть вкусная горячая еда. Это правда, невероятное изобретение. Они никогда не слышали о еде, которая может так долго храниться. Утерев пот, Мэнин продолжила кричать. Каждый может купить до 5 консервных банок в день. Пока мы проводим это мероприятие, у вас будет возможность поучаствовать в розыгрыше. Дом ищут фонограф торгового чуда и многие другие продукты. Не упустите эту прекрасную возможность. Всех переполняло волнение. Я хочу купить. Хочу купить 5 банок. Все кинулись вперед, чтобы купить консервированное мясо. Сердце Фэнсайды тоже наполнилось любопытством. Купи 2, посмотрим, что это такое, хорошо. Сян Ху поставил коробку на землю. Сейчас приду. Толпа хлынула волной, и десятки огромных коробок с консервами тут же опустели. Эти консервы были изготовлены с помощью энергетических источников: лечебное мясо, копченое мясо, барбекю, соленое мясо. Мясо демонических зверей было устойчивым к гниению, поэтому, консервируя его, Мэнин лишь добавила специальной травы, и это давало гарантию, что консервированное мясо не пропадет целый год. Как это открытие могло не вызвать переполох, поколебать позиции ресторана энергетических источников было уже невозможно. Теперь, когда продавались консервы, приготовленные с помощью энергетических источников, объемы продаж были обречены на рост. Это была хорошая возможность для торговцев. Если они купят эти консервы и отвезут их в другой город, они смогут поднять стоимость в несколько раз. Что касается наемников, матросов, солдат и бродяг, эти консервы были словно созданы для них. Когда наемники брались за задание, а культиваторы отправлялись практиковать, они не возвращались в город по меньшей мере 2 недели. Находясь в дикой природе, поддерживать запасы продовольствия было трудно. Теперь эта проблема была решена. Консервированное мясо демонических зверей было не только вкусным и питательным, но и очень насыщенным. Самое главное, что оно укрепляло тело и медленно восстанавливало духовную энергию. Для путешественника оно было предметом первой необходимости. Было ли консервированное мясо вкусным? Консервы действительно могут храниться так долго. Все были полны любопытства, желая это проверить. Глава 164. Консервы на исходе. Семья Чу, семья Ло и семья Е постоянно держали торговое чудо в информационной блокаде. Распространить такие серьезные новости о том, что Чутянь убил старейшин 3 семей, что Чутянь захватил в плен Е Тянлана, что Чутянь заставил Е Уда отступить, было невозможно. В крупных газетах было сложно публиковать все, связанное с торговым чудом. Это привело к тому, что все культиваторы низшего и среднего класса не имели четкого понятия о торговом чуде. Их понятия были крайне смутными. Однако это не было так уж и плохо, потому что помогало разжечь человеческое любопытство. Поэтому, когда торговое чудо прибыло в центральный город, они легко могли привлечь внимание горожан и шокировать их. Мэнин уже полчаса кричала в громкоговоритель, а лоб ее покрылся потом. Сильнее всего Мэнин гордилась тем, что все консервы были раскуплены. Идею консервов Мэн-Ин придумала в одиночку. Когда Нангун Юнь покинула город Южного неба, ресторанами управляла только Мэн-Ин. 3 ресторана, открытые в городе Южного неба, были очень популярны. Бронировать место приходилось каждый день, а иногда даже за несколько дней. Получить место было крайне сложно. Немало культиваторов и бродяг думали о том, как они могли бы есть пищу торгового чуда в любом месте и в любое время. Энергетические горшки торгового чуда не продавались, так что это могло остаться лишь мечтами. Они никогда не думали, что для Мэнин это послужит вдохновением. Не было гарантии, что технологии торгового чуда не украдут, так что персонал пришлось подбирать тщательно. Они не могли быстро открыть магазин, и многие не могли попробовать питательную пищу, приготовленную на энергетических источниках. Разве это не было серьезной потерей? Вдруг Мэн-Ин пришла в голову идея. Если они придумают еду, приготовленную на энергетических источниках и упакованную для продажи, разве это не охватит большую часть рынка? Когда старшая сестра узнала о мыслях Ин, она сразу же согласилась и полностью ее поддержала. Полная уверенности, Мэн-Ин сразу же позвала нескольких опытных поваров. Работая день и ночь, они, наконец, изобрели консервы. С технологической точки зрения консервы не представляли особой сложности. Когда дело доходит до великих изобретений, обычно недостает вдохновения и творческой изобретательности. Появление консервов серьезно на все повлияет. Это будет вехой в расширении сети общественного питания торгового чуда. Этот деликатес будут покупать различные крупные семьи, солдаты, наемники, культиваторы и даже обычные люди. Мало того, что это решит проблему выживания в дикой природе, так еще и пополнит рацион и придаст физическую силу. Сколько миллионов людей выиграют от этого изобретения? Мэн-Ин лично руководила производством мясных консервов, однако не распространяла их в городе Южного неба. Она привезла их на продажу в центральный город, не зная, как публика их примет. Самое удивительное,
что консервы в первый же день встретили бурный прием и поддержку. Это необычное зрелище доказало, что тяжелая работа Man In не пропала зря, людям больше не нужно было беспокоиться о продовольственных запасах для долгих путешествий. Также им больше не нужно было беспокоиться о недоедании и слабости тела, которая с каждым днем обычно становилась все ощутимее. Независимо от того, где они находились, они могли насладиться вином и мясными консервами торгового чуда. Это было воистину великое изобретение, которое принесло гражданам пользу. От крика голос Man In немного охрип, однако она совсем не ощущала усталости. Сжимая громкоговоритель, она сказала: «Спасибо вам всем за поддержку. На сегодняшний день все консервы распроданы, поэтому те, кто не успел ничего купить, могут вернуться завтра. Количество ограничено». Что? Их так быстро раскупили? Я стою в очереди уже больше часа. Столкнувшись с жалобами, Man In сказала: «Торговое чудо прибыло издалека, поэтому у нас с собой не так много консервов, но, пожалуйста, будьте уверены, скоро торговое чудо построит в центральном государстве завод для выпуска консервов. Помимо этого, торговое чудо нуждается в огромном количестве мяса демонических зверей, поэтому нашим друзьям-наемникам больше не придется терять мясо демонических зверей попусту. Мы примем любое количество. Также за пределами города торговое чудо откроет племенную ферму. Если кто-нибудь поймает молодого демонического зверя, мы купим его по выгодной цене. Мы не позволим никому страдать». Во взглядах наемников и торговцев показалось приятное удивление. Это была серьезная деловая возможность. Торговое чудо хотело открыть в центральном государстве ресторан с энергетическими источниками и запустить производство консервов, поэтому им нужно было много мяса демонических зверей. Бесполезное мясо демонических зверей должно было вырасти в цене. Это было очевидно, зверей в этом мире было больше, чем людей. Территории, занятые разумными существами, не охватывали даже 1/100000 долю континента. Огромное количество свободного пространства было населено демоническими зверьми, можно сказать, свободное пространство кишело ими. Такой бурлящий город, как центральный город, часто сталкивался с угрозой демонических зверей, и это даже серьезно влияло на безопасность городских районов. Поэтому многие наемники и бродяги охотились на демонических зверей. Однако самой бесполезной частью демонических зверей было их мясо. С появлением торгового чуда все изменилось. Цены на мясо демонических зверей будут расти. По мере того, как будет расти популярность ресторанов, спрос на мясо демонических зверей увеличится. Для людей, которые ради выживания убивали демонических зверей, это могло бы стать крупным источником дохода. Как люди могли отказаться от такого хорошего шанса? Когда консервы были распроданы, пришло время для розыгрыша призов. Поздравляю, вам достался приз 3-го места. Вы получаете от торгового чуда очищающий талисман 1-го уровня. Поздравляю, вам достался приз 3-го места. Вы получаете от торгового чуда бутылку очищающего лекарства. Каждая купленная консервная банка увеличивала шанс выиграть приз. Наихудшим призом, который можно было выиграть, был либо кинжал, либо короткий меч из отличного железа, однако некоторым могли достаться и такие высококачественные призы, как талисманы или лекарства. Торговое чудо подготовило больше 10 000 призов, такая щедрость заставила всех взволноваться. Это запланировала Мэн Цин У. С одной стороны, это даст горожанам понять, насколько обширны достаток и власть торгового чуда. С другой стороны, это поможет продукции торгового чуда распространиться по городу быстрее. Скорее всего, через 8-10 дней можно будет открыть ресторан. Благодаря бесплатной еще продаже консервов и розыгрышу призов, торговое чудо привлечет внимание всего города. Поздравляю! Вам получаете приз 1-го места. Вы выиграли таблетку очищения ЦИ. Толпа взорвалась криками. Они не разбирались в продукции торгового чуда, однако таблетка очищения ЦИ была очень популярна. На черном рынке ее цена была очень высокой, продав всего одну, можно было стать богачом. Поздравляю! Вы выиграли особый приз. Вы получаете от торгового чуда фонограф 1-го поколения. К тому же, вы получаете диск с базовым уровнем, который сможете прослушать 10 раз. Все зааплодировали еще громче. Фонограф. Разве не он был в зале Цилинь? К нему даже прилагался диск с базовым уровнем, насколько это было здорово. Даже диск с базовым уровнем знаний был сокровищем, которое нельзя было купить за деньги, всех переполняло волнение. Бесплатная вкусная еда, продажа большого количества консервов и розыгрыш множества призов. Как только ресторан с энергетическими источниками откроется, его репутация быстро пойдет в гору. Трудно было испортить ситуацию. Молодая госпожа. Я вернулся. Почему так долго? Консервы уже распроданы. Я не мог ничего поделать, слишком много людей. Я не мог пройти вне очереди, и консервы раскупил до того, как подошла моя очередь, с угрюмым взглядом вздохнул Сянху. Дела торгового чуда шли слишком хорошо.
Не волнуйся, молодая госпожа. Заплатив в 10 раз больше, я купил наемника 2 банки, глаза Фэнсайда просияли. Дай мне посмотреть. В упаковке торгового чуда был цилиндрический контейнер, закрытый медной крышкой. В материале не было ничего необычного. На нем не было никаких рисунков, лишь указывались бренд и производитель. Виднелась крупная надпись. Консервированные тушеные свиные ножки. Фэнсайда внимательно всмотрелась в мелкие строчки, расположенные под ней, где говорилось о видах консервов, их использовании, ингредиентах, с помощью которых создавали эту продукцию, и преимуществах, которые приносила пища, приготовленная на энергетическом источнике. Все было описано ясно и очень просто. Хотя упаковка выглядела грубо, на самом деле она была очень креативной. Судя по реакции окружающих, мясо нравилось всем, полное любопытство, Фэнсайда открыла консервную банку. Внутри оказались 3 свиные ножки, залитые затвердевшим до состояния желе супом. Согласно описанию, свиные ножки были приправлены 6 травами и 9 специями. Мясо могло не портиться около года. Пища была уже готова, ее можно было есть сразу же, как откроешь. Чтобы она стала лучше, ее можно было нагреть. Взяв банку в руки, Фэнсайда влила в нее немного духовной энергии. На банке появились несколько символов, а суповое желе начало таять. Банка медленно пропитывалась теплом. Ах, это и правда изобретательно. Принюхалась Фэнсайды. Запах был насыщенным и манящим, он стимулировал ее аппетит. Забыв о правилах приличия, Фэнсайда выловила свиную ножку и поместила в рот. У нее широко распахнулись глаза, Фэнсайда повидала мир, перепробовала всевозможные вкусные блюда, однако она поверить не могла, что это было мясо демонического зверя. Готовить подобное мясо было очень тяжело, не говоря уж о такой жесткой части, как свиные ноги. Однако эта свиная нога была отварена до такой степени, что стала нежной. Мясо было очень нежным, а вкус прекрасным. Оно было приправлено травами и специями, что делало вкус еще прекраснее. Не ограничившись одним укусом, Фэнсайда доела оставшиеся винные ноги. Ее рот был измазан жиром, однако сейчас это ее не заботило. Как это может быть фастфудом? Это же невероятно прекрасная пища. Только этих консервов было достаточно, чтобы подарить торговому чуду знаменитость. Великолепный вкус. После дегустации Фэнсайда обнаружила, что не может остановиться. А есть еще. Сянху с неловким видом произнес: «Мне очень жаль, молодая госпожа, остальные съел я». Фэнсайда кинула на него недовольный взгляд. «Все в порядке, мы знаем Чутеня, так что у него найдется для нас несколько банок. Это слишком вкусно, еще мы можем укреплять наше тело и культивационный фундамент. Это не только лучшая еда для культиваторов, но и лучшая закуска для нас». Закуска. Для обычных людей это было недешево. Даже самое распространенное демоническое мясо первого класса стоило 10 золотых монет за банку. Если к ней были добавлены нагревающие символы, цена достигала по меньшей мере 20 золотых монет. Конечно же, для отпрысков богатых семей это не было проблемой. Фэнсайда вытерла рот, приняв статусный вид, приготовилась войти в ресторан. Глава 165. Извечная проблема. В ресторане Чутянь непринужденно пил чай, а на его скрещенных ногах устроился белоснежный лисенок. Он тоже скрестил ноги и выглядел идеальной копией своего хозяина. В лапках он держал нефритовую чашку с чаем, и даже чай он пил так же, как его хозяин. Мэн Цин потеряла дар речи, он действительно поддавался чужому влиянию. Милый лисенок жил с Чутянем не так давно, однако уже перенял скверные привычки хозяина. Чутянь даже не стыдился. Это эльфийский зеленый чай, который мне отправил старейшина Юнь. «Молодая госпожа, выпей чашечку». Мэн Цин налила себе чай, и воздух заполнил вкусный аромат, заставивший ее тело испытать комфорт. Казалось, что энергия ее тела очистилась, а все ее чувства стали отчетливыми. Чай был действительно хорош. Ин застенчива и всегда остается спокойной. Редко можно увидеть, как что-то заставляет ее так волноваться. Мэн Цину посмотрела на Чутеня глазами цвета нежной осенней воды. Иногда, видя, как она устала после бурного дня, у меня за нее душа болит. Не знаю, идут ей ли эти изменения на пользу, сердце Мэн Цин разрывалось. С одной стороны, она хотела, чтобы у Ин всегда была мотивация, чтобы у нее были силы выжить в мире, где собаки поедают друг друга. С другой стороны, она хотела, чтобы Ин жила беззаботно, не беспокоясь о сражениях, славе и богатстве. Как думаешь, кто счастливее, трудолюбивая Ин или беззаботная Ин? И Мэн Цин выглянула на улицу. На сцене стояло хрупкое тело ее младшей сестры. В одной руке она держала громкоговоритель, а другой размахивала. Она сильно вспотела, щеки раскраснелись, однако она с довольным лицом что-то пылко выкрикивала. Улыбнувшись, она ничего не сказала. «Молодая госпожа, разве тебе не кажется это подозрительным?»
Серьезно спросил Чутянь, держа чашку. Как такая дурочка, как Ин, могла придумать эту идею? Возможно, нам стоит проверить, не властно ли над ней заклинание. Дурак. Ты не знаешь, о чем говоришь. Это ты под властью заклинания. Мэн Цину гордо выпятила высокую грудь. Она защищала сестру, не обращая внимания на глупости этого парня. Она так усердно трудится, потому что хочет компенсировать недостаток таланта. Неужели ты не понимаешь? Трудолюбивая, хватит шуток. Думаешь, я не знаю, что она за человек? Она, как и я, наполовину ленива. Я пришел в семью Мэн, потому что она не желала выполнять домашнее задание. Ты не должен судить так поспешно. Использовав духовный источник в виде волшебного зеркала и скопировав мою небесную книгу, она не только изучила ключевые технологии торгового чуда, но и стала каждый день культивировать у себя в комнате. Не знаю, как она придумала консервы, однако ради этого она прочитала десятки книг о кулинарии и воспользовалась помощью нескольких поваров. Ее усилия можно назвать усердным трудом. Мэн Ин казалась очень слабой, однако она была гордым человеком. Увидев, что Чутянь так умен, старшая сестра настолько искусна, а старшая Наньгун настолько могущественна, она поняла, что не обладает ни интеллектом, ни навыками, ни боевыми техниками. Как она могла не забеспокоиться? Слова, которые сказал ей Чутянь перед отъездом, наполнили ее вдохновением. В комнату вошла девушка в зеленом, держащая громкоговоритель. Ее лицо покрылось потом и покраснело, однако она стояла перед ними с радостным выражением лица. Дело сделано. Этот сладкий голос походил на трели жаворонка, который приносил всем добрые вести. Старшая сестра, есть кое-что, что нужно улучшить. Не нужно. Слабо улыбнулась Мэн Цину, качая головой. Выпей чаю и дай себе отдохнуть. Мэн Ин хихикнула. Я не устала. Я сейчас очень счастлива. Мэн Ин была красивой девушкой, и Чутянь признавала это, с ней у него были лучшие отношения. Когда Мэн Ин забрала его с ярмарки рабов, Чутянь понял, что с этого дня он будет особенно заботиться о Мэн Ин. Он заботился бы о ней всю жизнь, даже если бы она была писаной торбой. Кто бы мог подумать, что эта наивная девочка придумает идею, которая потрясет всех. Мэн Ин начал описывать текущую ситуацию. Великий генерал Сюну Цзи отправил человека, который заказал у нас 200 тысяч консервных банок. Множество крупных семей, команд наемников и другие компании оставили заказы на консервы заранее. Мы еще не открыли фабрику, а заказы падают, как снежинки. Неплохо. Не удержался от похвалы Чутянь. Консервы Мэн Ин станут популярными во всем мире. Мэн Цину покраснела и смущенно почесала в затылке. Я лишь подала идею. На протяжении всего процесса разработки мне очень помогала старшая сестра. Она помогла мне придумать даже бизнес-стратегию. Мэн Цин мягко сказала: «Это твое достижение». Какое это имеет отношение ко мне? Вы не должны быть такими скромными. Со стороны сложно сказать, хорошие между вами отношения или нет. Рассмеялся Чутянь. Вы будете вознаграждены за свои поступки. В качестве награды вы будете получать половину годовой прибыли от продажи консервов. Просто продолжайте продавать консервы и расширяйте ресторанную сеть. Половина годовой прибыли в качестве награды — это чересчур. С этого дня Ин будет полностью управлять сетью общественного питания торгового чуда. Ин удивленно спросила: «А как же старшая Наньгун?» Наньгун пока достаточно. Наньгун будет заниматься другими сферами. Боюсь, у нее не будет времени беспокоиться о ресторанах. Наньгун Юнь возглавит зал Цилинь. Ее справедливость и боевой дух сделают ее отличной старшей. С помощниками в лицах Юнь Яо и Юнь Сяо они будут набирать младших учеников, и их репутация разойдется во всему центральному государству. Пока они разговаривали, вошла красивая девушка в длинном халате. Мне жаль, брат Чу. Мы опоздали. Пришла прекрасная мисс Фэн. Войдя, Фэн Цайде сразу же заметила двух девушек. Девушка в зеленом была очень милой, а девушка в белом обладала странной, разрушительной красотой. Они были похожи, и ей стало ясно, что они сестры. Этот Мэн Цину — вице-президент торгового чуда, а это Мэн Ин — президент сети общественного питания. Должно быть, ты их уже видела. Познакомила их Чутянь. Это Фэн Цайды, дочь маркиза Божественного Ветра. Я уже упоминал о ней. «Привет, старшая Цайды». Мэн Ин приветливо вышла вперед. «Ты по-настоящему прекрасна. Неудивительно, что он часто упоминал о тебе». Чутяню стало несколько неловко. «Что ты имеешь в виду? Я рассказывал тебе о ней лишь один раз». Я не очень хорошо подготовилась к первой встрече. Махнула рукой Фэн Цайды, и Сянху быстро достал коробку. Открыв ее, Фэн Цайды извлекла нефритовые бутылки. Для меня эти очищающие таблетки бесполезны, однако вам они могут помочь и увеличить силу. Пожалуйста, примите их. Мэн Цину была немного потрясена. Они настоящие.
Это слишком дорого. Совсем недорого, возразила Фэн Цайды. По сравнению с помощью, которую вы мне оказали, это скромная плата. Надеюсь, вы примете этот подарок, сестер терзали противоречия. Заметив это, Чутянь сказал: мы примем от молодой госпожи Фэн дар доброй воли. Хотя у сестер не было сильного боевого потенциала, их культивационный фундамент все равно нуждался в развитии. На самом деле я пришла к тебе по другому вопросу. Передав сестрам подарок, Фэн Цайды серьезно посмотрела на Чутяня и сказала: мы здесь, чтобы обсудить центральную городскую башню. Центральное государственное испытание, Чутянь не знал о них и не очень ими интересовался. Испытание. Просто тренировка молодежи, что там может быть хорошего? Крупные цивилизации континента оставили бесчисленные сокровища, и испытание — одно из них, сказала Фэн Цайды, и вдруг тон ее голоса изменился. Ты знаешь, почему создали испытание? Как Чутянь мог этого не знать? Древние семьи и королевства создали испытательные зоны, чтобы обучать талантливую молодежь и повышать ее силу. Не только. Некоторые испытания, созданные древними сектами, помогали найти подходящего преемника для наследия. Перед тем, как исчезнуть, эти секты вложили много сил в испытание, поэтому его нельзя недооценивать. Вот как? Со стороны центральная государственная башня кажется совершенно обычной, Чутянь немного удивился. А на самом деле? Ты не должен недооценивать эту возможность. Фэн Цайды беспокоилась, что Чутянь упустит этот прекрасный шанс. Во-первых, центральная государственная башня построена не людьми. Она очень древняя и может быть реликтом древней цивилизации. Там скрыто множество невероятных сокровищ, и все, кто участвовал в испытании, получили богатые награды. 4 великие семьи и семья Фэн застолбили место в испытании, и у этого есть причины. Это было правдой. Несколько минут поколебавшись, Фэн Цайды сказала то, о чем обычные люди не знали. Мой отец доверил мне тайну. Когда-то жил ученый, который, изучая руины, нашел легенду о центральной государственной башне, глаза Чутяня засияли. Что это за легенда? В центральной государственной башне скрыта извечная проблема. Извечная проблема. Что за проблема? Это легенда. Пожала плечами Фэн Цайды. Однако, раз эта проблема извечная, то она определенно очень сложная. Ее не решил никто с древних времен и по наши дни. Однако, если кто-то сможет ее решить, откроется секрет, превосходящий жизнь и смерть, нефритовая чашка разбилась. Мэн Цин У и Мэн Ин были поражены. Ни одна из них еще не видела Чутяня таким. Чутянь встал, его аура изменилась, словно он стал совершенно другим человеком. Этот секрет действительно существует. Это лишь легенда, никто этого не видел, но раз легенда распространилась, возможно, это не слухи. Фэн Цайды никогда не думала, что эта тема заинтересует Чутяня. Если хочешь узнать, тебе нужно отправиться на поиски. Вернув себе обычный вид, Чутянь потер подбородок и произнес: это даже интересно. Похоже, мне нужно ее исследовать. Что еще включает в себя испытание? Выживание. Продолжила Фэн Цайды. В ходе испытания будет несколько проблем, которые нужно пережить. Чем дальше проходит человек, тем богаче награда. Фэн Цайды вытащила из рукава книгу. Это опыт 10 разных участников испытания за 50 лет. Надеюсь, он тебе поможет. Содержание испытания каждый раз меняется, однако исходная цель остается прежней. Там проверяют силы, знания и судьбу. Технология, использованная для создания этой башни, была непростой. В стране Южного Лета, почти лишённой духовной ци, не должно было быть этого чудесного испытания. Однако духовные меридианы континента постоянно менялись. Возможно, в древние времени духовной ци было не так ничтожно мало, как сейчас. Испытание начнется в ближайшее время. Хорошенько изучи записки. Цайды больше не будет беспокоить брата Чу. А теперь мне пора идти. Перед тем, как уйти, Фэн Цайды попросила у Мэнин несколько консервных банок, чтобы передать их на пробу маркизу Божественного Ветра. Мэнин не посмела отказать и дала Цайды полный ящик.